Мария никогда не думала, что обычный утренний ритуал поправить волосы перед зеркалом может обернуться таким ужасом. Небольшая красная точка на шее, едва заметная, сначала показалась ей укусом комара. Она легкомысленно отмахнулась от нее, но в следующие дни точка менялась. Она темнела, увеличивалась в размерах, пульсировала. Прикосновение к ней вызывало странное, неприятное напряжение под кожей, ощущение чего-то чужеродного, ползущего. Игнорировать неприятные ощущения становилось все сложнее. Ночная жгучая боль лишила Марию сна. К третьему утру красная точка превратилась в почти черное пятно, окруженное воспаленной, раздраженной кожей. Это был не просто прыщ, Мария это чувствовала всей своей интуицией. Паника подтолкнула ее к врачу. Врач, опытный и хладнокровный, первоначально казался спокойным. Но его лицо изменилось, когда он внимательно осмотрел шею Марии. Его глаза сузились, он взял увеличительное стекло, и его лицо внезапно побледнело. Без лишних слов, лишь с резким «мы должны действовать немедленно». Он взял скальпель и сделал крошечный надрез на пораженном месте. В тот момент, когда кожа была вскрыта, Мария почувствовала острую, ползущую боль. Ее сердце колотилось в бешеном ритме. Из ранки появилось крошечное, черное существо, извивающееся и пытающееся скрыться. Криком боли Мария выразила весь ужас, который испытала. Врач отшатнулся. «Личинка! Паразита!» Заикался он, она жила. «Под вашей кожей!» Ужас сковал Марию. Мысль о том, что что-то жило внутри нее, вызывала отвращение и панику. Сколько времени это существо находилось под ее кожей? Этот вопрос терзал ее больше всего. Врач, взяв себя в руки, глубоко вздохнул. «Мы должны убедиться, что ничего не осталось. Я прочищу место и проведу операцию, чтобы удалить все это». Слезы текли по щекам Марии. Страх перемешивался с облегчением, она была в руках профессионала. После короткой, но напряженной операции врач подтвердил, что личинка полностью удалена. История Марии – это не просто медицинский случай, это напоминание о том, насколько уязвим человек перед лицом невидимых опасностей. Это история о страхе, боли и о важности своевременного обращения к врачу при появлении любых подозрительных симптомов. Случай Марии служит предостережением. Будьте внимательны к своему телу и не игнорируйте тревожные сигналы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.